Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим сегодня новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина хочет встретить с вами Новый год? Итак, как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, какая сейчас у вас ситуация в жизни происходит. Ой-ой-ой, что ж так вам плохо? Ситуация разрушения. В вашей жизни произошла ситуация разрушения. Причем это было разрушение, знаете, как будто не только вот моральное. У кого-то могли обостриться болезни, да, вот и морально, и физически, и вообще смысл жизни пропал. Ну, то есть вам настолько было плохо, это, ну, как бы негатив со всех сторон. Вы уже это все отборолись, отвоевали, да, но еще осадок у вас остался. Вы уже стоите вот на пороге именно вот светлого пути, на пороге вот улучшений, да, вот по солнцу вы стоите уже на пороге, вы ждете, вам очень хочется уже наконец-то, чтобы ваша жизнь наладилась во всех отношениях. Плюс у некоторых может проигрываться материальные какие-то проблемы, да, возможно, зарплату либо же не выплатили, да, либо задерживает, урезали зарплату. Ну, то есть какие-то вот финансовые проблемы. Кому-то долги, может быть, не отдают. Так, что еще у вас? Коротко посмотрим сейчас. Так. Вот, да, вы вот стоите как бы на пороге уже совершенно новой своей жизни, вот именно личной жизни. У вас падает новая женщина. Вот женщина, которая, знаете, она как-то вот неожиданно ворвется в вашу жизнь. Она ворвется, и, знаете, это будет довольно вот судьбоносная женщина. Хоть вы, может быть, даже и не очень-то будете готовы к новым отношениям вот на момент знакомства, но вы как-то познакомитесь очень неожиданно, как-то вот спонтанно все произойдет. Так, то есть личная жизнь у вас начинает налаживаться. Уже совсем скоро, в общем-то, да? Так, смотрите, с финансами, да, вот с финансами. С финансами, у кого вот проигрывалось, что сейчас вот у вас какие-то проблемы, то в ближайшее время, в общем-то, у вас должно все наладиться. Денежку вам выдадут, то есть не переживайте, да. Смотрите, еще вот я немножечко отойду, да, вот отвлекусь от основной темы расклада. Берегите свое здоровье, потому что может быть либо травма какая-то, ну, или же вплоть до оперативного вмешательства может быть какое-то вот заболевание. Вы-то выкарабкаетесь, все будет хорошо, но можете так слечь немножечко, что ну, постельный режим может быть или что-то такое. Итак. Давайте-ка посмотрим теперь, какая же женщина хочет встречать с вами Новый год. Да? Возможно, вы ее знаете, эту женщину. Так, что же это за женщина? Да, вы знаете, вот вы пересекались с ней, причем пересекались где-то было какое-то, либо же застолье, вот пьянка какая-то, день рождения может быть, ну то есть где-то там, где вы что-то отмечали. Вы, возможно, даже не обратили на нее особого внимания, потому что как-то, ну, вы в тот момент были не настроены и на новые отношения как-то, и настроения не было, грустно как-то было. Ну, в общем-то, так знаете, женщина на вас глаз-то положила тогда. Так, и что она себе думает о вас? Что она вот хочет от вас, планирует, может быть, да? Ну, конечно, вы знаете, ей очень хочется вот и интима с вами, и отношений хочется, но она как-то вот побаивается проявиться. Она побаивается, что вы ей откажете, хотя ей очень хочется с вами зароманить. Эта женщина, знаете, вот она будет светловолосая, ну, может быть, блондинка, русая, среднего такого телосложения. Ну, такая невысокая, средний, либо же ниже среднего рост у нее будет. Ну, женщина так конкретно положила на вас глаз.
Она может сейчас даже, знаете, вот периодически наблюдать за вами, где-то вы с ней пересекаетесь. То есть это где-то она находится в круге вашего общения, потому что где-то на застолье вы были, вы где-то пересекались с этой женщиной. Причем, я еще раз повторяю, вы как-то, ну, не обратили особо внимания, потому что не было просто настроения, да, вот, может быть, грусть, печаль еще за прошлыми отношениями была, вам не до женщин было, а она на вас глаз положила, и она очень хочет с вами зароманить для начала. Так, давайте-ка еще уточним, что это за женщина, может быть, вам еще подскажет что-нибудь. Так. Она очень надеется, вот знаете, не только на постель, а и на любовь с вами. Вот вы, у нее были мужчины на момент знакомства, вот, да, вот, когда вы с ней, ну, пересеклись на застолье этом, она, в общем-то, она решала дилемму, вот, уходить от мужчины, не уходить, как-то страшно, больно, опасно и так далее. То есть у нее стоял вот выбор, да, с кем ей быть, с кем ей жить. И тут вы ей подворачиваетесь, да, и тут у нее как бы вот ее дилемма, она решается сама с собой, она решает порвать со своим мужчиной. Возможно, у нее даже, ну, может быть, было 2 брака, да, или же 2 таких серьезных длительных отношений. 2 серьезных мужчины у нее было. Она, знаете, она вот очень так как-то боится к вам подойти. Вот она боится, ей хочется вот и любви с вами, и постели, вот хочется нового красивого любовного романа с вами. Но вот как-то она, знаете, вот боится, что вы ее просто прогоните. Вот почему-то, знаете, может быть, либо же во внешности вашей что-то ее отталкивает, да, может быть, грозный, суровый такой, знаете, вот есть иногда мужчина в душе добряк добряком, да, а с виду такой грозный, суровый, что страшно подойти. Ну и женщины, конечно, бывают такие. Вот она пока побаивается, но ей бы очень хотелось, знаете, вот отметить именно с вами вот и Новый год. Вот как-то познакомиться к Новому году ей хочется, потому что это такой праздник, да, вот у нее он ассоциируется как-то с романтикой, с интимом, когда 2 людей уединяются, да, вот когда вот весь мир замыкается на 2. Вот есть только ты и я, и все, да. Она вас считает очень стабильным, успешным мужчиной. Она вами даже, вот знаете, в чем-то восхищается. Она считает, что за вами можно быть как за каменной стеной. Очень такой, вы знаете, вот я бы сказала, все-таки женщины боятся некоторые к вам, может быть, подойти знакомиться. Они считают вас слишком серьезным, может быть, слишком грозным таким. А еще если у вас и должность какая-то большая, да, то тем более они к вам боятся подойти, потому что, ну, мало ли, может, он на меня не посмотрит, может быть, я не такая красивая, я не такая фигуристая, там, да, либо же по статусу она будет ниже, и она просто боится к вам подойти. Давайте-ка посмотрим, что из этого выйдет все-таки. Проявится ли она все-таки до Нового года или нет? Хотя вот мне бы, конечно, хотелось интригу сохранить, а вы бы мне потом ответили. Так. Вы знаете, у нее вот сомнения. Она и хочет с вами Новый год провести, но вот как-то она все равно боится. Вот она в ближайшее время, она боится к вам проявиться. Вот сейчас она очень сомневается. Она не знает, как ей быть, как ей вот именно завлечь вас, понимаете? Потому что, ну, она же не может подойти, даже если вот это какая-то ваша знакомая, сказать: а, привет, там, Саша, пошли, давай будем Новый год встречать, да? Ну, как бы у виска покрутят и все. Поэтому она вот даже на семью, я вам скажу, она ориентирована на семью, эта женщина, не просто тупо на постель, нет. Она хочет и любви, и постели, и семьи. Вот она именно так ориентирована на серьезные отношения. Но она очень как-то так сомневается и побаивается, еще раз повторяю. Так, хотя у вас будет шанс, да, я не буду далеко забегать, пусть сохранится небольшая такая интрига. А потом вы мне как-нибудь напишите в комментариях, как прошла ваша новогодняя ночь, объявилась ли какая-нибудь старая ваша знакомая, да? Смотрите, у вас будет шанс
провести Новый год с этой женщиной. И провести, и встретить Новый год, ну, то есть и новогодняя ночь, да, вот именно новогодние праздники, вот как-то она проявиться может. Но это будет шанс. А уже воспользуетесь вы им или нет, это уже вам подскажет ваша интуиция. И плюс, насколько эта женщина решится, да, вот именно здесь Вселенная дает выбор вам обоим, насколько вы согласитесь, да, если женщина вам предложит, и насколько она решится открыться как-то вам, пригласить, да, потому что, ну, это не так просто. Не любая женщина может подойти, начать как-то общаться вот в открытую, не просто по-дружески, она же не будет вам свидание назначать как-то вот, да, не все женщины это умеют, не все могут вот так на раз-два раскрутить мужчину, пошли посидим, да, позвонить, написать, некоторым даже как-то неудобно и смайлик прислать, бывают и такие скромняги. Так что смотрите, шанс у вас будет провести новогоднюю ночь вот именно с вашей какой-то старой знакомой, может быть. Но уже воспользуетесь вы этим шансом или нет, это уже будет совсем другая история. Надеюсь, вы как-нибудь после Нового года поделитесь мне в комментариях, как прошла ваша новогодняя ночь. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока!